Костер индейцев. Дакота называется. Ну или просто скрытый костер. Удобная штука. Почему? Потому что ее не заливает дождь. Ее можно обложить камешками, чтобы туда не попадала вода. Сверху поставить большой казан, и даже в дождь можно готовить еду. Вот. Кроме того, так как он горит там внутри, в глубине, немножко видно, вот, он получается, что за ночь не остывает. Поутру, чтобы заварить там чайку, кофейку, туда достаточно просто накидать веток, и он сам разгорается. То есть там земля держит, ну как, температуру, что ли. Вот, и гораздо меньше мороки. Так, горяченький. Сейчас мы поднимем казан. Посмотрим, чего там внутри. Ай, нагрелся. Вот. Вот так вот он выглядит внутри. И у него еще есть, как и у любой печки, поддувало. Это я копал рукой, нифига там не выкопал. Грунт очень такой тяжелый. Вот, а это я копал чем, как это сказать, не знаю, как штуковина называется, короче, которая копает ямки. Это у нас, так сказать, регулятор тяги. Сейчас мы приблизим. Вот. Ну, собственно, как работает. На ночь дырку эту заткнул. Вот этой вот куском березы. Вот там маленькую дырочку оставил. И он потихоньку там тлеет. Туда он полено зарядил. Сейчас покажу, чем мы его копали. Копали мы его вот такой вот штуковиной. Ну, бур, наверное, называется. На глубину где-то, ну, примерно по колено. Вот. И в самом низу мы его сделали немного шире. Ну, так сказать, для удобства. Ну, не знаю, дало оно нам что-то, не дало, потому что видно, что огонь горит там как бы сбоку. Вот. Ну, с другой стороны, как бы пламя все равно выходит сюда, и поэтому нормально. Вот это вот обычная сетка от старой газовой плиты. Очень кстати. Вот. Ну, вот так вот выглядит костер Дакота. По сути дела, шахта с поддувалом. Вот таких вот грунтах, как вот, например, на Десне. Вот она Десна. Там вот островок у нас такой классный. Ну, пейзажи вообще офигенные. Так, сейчас сделаем типа селфи. Вот так мы режем дрова бензопилой. Топором впадло махать. Вот тут у нас 3 палатки наших. Кухня, тру-ля-ля, наша лодка, ну и Десна. Это тоже наша. Вот. Там вон наши спиннинги. Где они там? Везде они. Берег, короче, рушится, так как мы на повороте находимся. Не хочет фокусироваться. Ну и фиг с ним. Короче, видно, он там, что спиннинг торчит. Там как раз на повороте ямка. Самы хорошо идут. Вот. Облака в речке. Классно. Вот, так что я хотел сказать. Хотел сказать, что на этом обрыве грунт очень тугой, очень сухой, очень твердый, поэтому копать его довольно трудно. Вообще изначально копали ямку, вот здесь вот видно вот песок. Здесь на самом деле была яма.
Вот. Но так как мы там сбоку не смогли прокопать столь длинную траншею, потому что очень туго идет, вот, мы выкопали яму поближе к бережку. Ну, почему хотели подальше? Да, думали, чтобы не обвалилось там и так далее. Вот, ну, потом выкопали здесь. Ну, нормально. Вот. Короче, его преимущество. Преимущество, что можно поставить сковородку. Он очень хорош в жару. В жару почему хорош? Потому что вы вот ставите, сейчас мы возьмем какую-то сковородку. Ну, сковородка с подзажарки. Мы тут борщ готовили. Зажарку для борща. Вот, то есть ты спокойно ставишь сковородку, сидишь рядом, и огонь не идет тебе в лицо. То есть огонь идет вот реально на сковородку, ну и чуть-чуть вокруг. То есть не надо вот сидеть, пыхтеть, там обливаться седьмым потом, чтобы что-то приготовить. Вот реально сидишь вот на стуле, там готовишь, длинной палочкой помешиваешь. Можно спокойно туда дотянуться, как бы языки пламени до тебя не доходят. Вот, это первое преимущество. Второе преимущество, что его легко разжечь на утро. Туда просто кинул сухих веточек, и через буквально там 5 минут он уже готов, он горит. Можно греть чай там и так далее. Вот, это второе преимущество. Третье преимущество, что когда идет дождь, можно поставить казанок, и он все равно будет готовить. Его не заливает. В нашем варианте у него нету бортика вокруг. То есть, да, вода туда попадает, конечно. Вот. Но в более модернизированном варианте просто надо как бы его обсыпать вокруг там, или камешком обложить, чтобы поток воды, так как дожди здесь довольно хорошие, вот, если зарядит, то здесь стечет ого-го, вот, поэтому надо его обкладывать, чтобы туда вода не заливалась. Вот. Вот можно сказать 3 преимущества. Не идет жарь, вот это огонь, жар этот в лицо, не заливает. И что я там еще говорил? В общем, еще что говорил. Ну, короче, классный костер, мне понравился. Вот. Единственное, что копать его довольно напряжно. Вот. Если бы не было бура, то лопатой, конечно, его фиг выкопаешь. Вот. Ну, вот все, что хотел сказать. Вот так вот, пробуйте.